Добро пожаловать, мои слушатели, мои подписчики. Я вас приветствую. Я сегодня хочу поговорить на такую тему, как инфобизнес и как он может разрушить вообще вашу жизнь и пагубно повлиять. Инфобизнес – это вообще такая большая область, сюда можно много чего отнести, но мы сначала поговорим немножко о различных тренингах, о различных учителях. И я надеюсь, что данное мое такое аудиообращение поможет кому-то, потому что в последнее время ситуация, она как-то сильно накаляется, и я уже иногда думаю, что в данную проблему действительно должны вмешаться госструктуры, потому что это уже переходит все границы. И вот последней каплей у меня, конечно, вот эти вот новые учителя, тренера по медицине и по психологии. Сейчас мы чуть позже об этом поговорим. Ну, во-первых, давайте задумаемся, зачем вообще, в принципе, ходить на различные тренинги. Раньше у нас было очень популярно найти богатого мужа, как быть там какой-то жесткой, недоступной, стервозной женщиной. Женщины раздевали, наряжали в различное белье. Я не знаю, помогла ли данная модель кому-то, но потом это все сошло на нет, видимо, уже какие-то судьбы, часть судеб порушилась. Потом у нас начали женщин одевать. Теперь надо носить длинные юбки, медитировать и не работать. Вот у нас был такой период. Сейчас как-то это все поутихло, но на самом деле людей, которым действительно разрушила вот эта вот жизнь, их очень много. Они не везде об этом пишут, но, к сожалению, ситуация не самая приятная. Далее у нас не только женщина учат, у нас и мужчин учат, как надо зарабатывать деньги, там много у нас, да, различных курсов, как за 1 час научиться заработать 1 миллион, как построить бизнес свой. Дальше, как соблазнить множество женщин. Все это, конечно, замечательно, различные вот эти тренинги. Может быть, они дадут вам какие-то знания, но просто вообще задумайтесь, что вы вообще получите от этого всего? Почему? Во-первых, туда, конечно, туда завлекают людей и пользуются тем, что у людей есть какие-либо проблемы. То есть почему женщина там, наверное, она не может найти себе какого-то мужа или парня, она поэтому идет и искать, и ей внушают. И, конечно, она внушаема, она не понимает, в чем проблема. Хотя надо бы, наверное, обратиться, может быть, к специалисту или, может быть, как-то разобраться в себе. То же самое, что и с мальчиками, особенно это подростки подвержены. Они идут куда-то там учиться, им обещают, что у вас все будет хорошо, но просто вот задумайтесь на секунду, а кто вообще этот тренер? И чего он сам, в принципе, в своей жизни добился? Что значит быть счастливым? Быть счастливым – это иметь много денег, ходить в качалку и иметь кучу баб. Ну хорошо, например, допустим, у этого тренера такие, например, понятия о счастье. А это ваше понятие вообще о счастье? Вы будете счастливы в этом? Зачастую многие как бы действительно уходят потом, понимают, что это все потеря и времени, и действительно там денег, и что все это ерунда. Я просто проводила такой небольшой опрос, можно сказать, анонимный. И многие признавались, что просто действительно там ожидали волшебную таблетку, ну, как построить отношения, как там легче сближаться с людьми, общаться. Там какие-то у них были проблемы, может быть, сильная застенчивость и так далее. Кто-то, да, решил эти проблемы, но он потом ушел и пошел своей дорогой. А кто-то, к сожалению, остался и очень много лет потратил просто впустую и, можно сказать, себе сломал жизнь, потому что он жил не теми установками, не теми приоритетами. Ему внушили это, что так надо. Видимо, у нас просто у людей часто нет каких-то ориентиров. Вот вам говорят, вам нужна семья,
А кому нужна семья, объясните мне? Может быть, у нас проблемы каких-то вот брошенные дети. А почему дети брошенные? Может быть, потому что они появляются, там, родители, сами еще дети, по 18, по 20 лет, и всем надо быстрее детей, а потом разводятся. И говорят, ой, разводы плохо. А почему разводы плохо? Пусть разводятся, зачем людям друг друга терпеть? Да, разные времена. Но намного хуже, когда люди не разводятся, и там начинается вот это вот взращивание вот этого страдальческого древа, вот это вот, мы живем ради детей, ради этого. Это на самом деле очень забавно. Это мы уже переходим, знаете, вот к таким вот этим, к детским воздействиям, но слава богу, что сейчас пока до детей мало кто добрался, но вот это ради детей мы живем. Дети считывают всю информацию, они очень сильно чувствуют вообще и родителей, и их эмоции, если их нельзя обмануть. Если ваш ребенок ведет себя неадекватно, то проблема у вас. Сейчас вот иногда обращаются, надо на ребенка сделать ритуал. Сделайте, чтобы он слишком агрессивный. Почему он агрессивный? Если ребенок агрессивный, то вопрос к родителям. У меня недавно тут девочка, я стояла в очереди, она просто носилась, хватала, ну вот представляете, да, там какая-то там регистратура, аптека, вот регистратура, там куча народу, люди стоят с какими-то, да, проблемами, вот эти талончики берут, и девочка просто носится, все хватает, и чуть ли не за грудь просто трогает посторонних людей, там какие-то бумажки им пихает. И как бы, ну, все, конечно, удивляются, она по сумке хватает, все хватает, а мама стоит и смеется, ой, какая ты хорошая, какая молодец. А потом эти там другие родственники приведут эту девочку и скажут, она неадекватно себя ведет. Но как бы вопрос-то не к девочке. Ее мама поощряет за это поведение. И, но это уже, да, уже проблема воспитания и так далее. Но как бы прежде чем вообще отстаньте от этих детей, прежде чем трогать детей, может быть, как-то стоит разобраться в себе сначала, в своих проблемах, решить свои конфликты, скандалы, почему ребенок агрессивный и неадекватный. Дальше. Следующий вот такой еще раз важный вопрос. Хорошо, вы ходите на эти тренинги, но кто будет нести ответственность за вашу личную жизнь? Тренер, он дал вам информацию, он взял с вас деньги, и ему глубоко насрать, что будет с вашей личной жизнью. И сейчас складываются такие ситуации, что вот девушки, они не понимают, в чем дело. Она уже и там эту юбку носит, и уже она там не красится, и вот она старается там, что-то она там старается, вот ей внушили. Хорошо, что еще кто-то вот умудряется, в принципе, как-то найти выход, да, а у кого-то это просто разрушенная судьба, и потом психические различные отклонения, и, собственно, ничего хорошего, потому что он жил чужими установками. Кто будет нести за это ответственность? Кто вообще этот человек? И вот последней у меня каплей стало то, что сейчас не только у нас учат, как жить, сейчас учить, как жить, может вообще вот любая бабка с лавки, да, там вещать тебе советы. Да я могу тебе каждый вечер давать советы, только вы спросите, а тот, кто советует, он в принципе будет следовать своим советам? Он поступит так же в своей ситуации? Он вложится в эти пирамиды финансовые, простите меня. Да-да-да, это советую, да-да-да, возьмите ипотеку, вот все у вас. А ты сам вложился вообще? Ты вложился? Нет, я не вложил. А почему? То есть советовать все могут, хотя сами они как бы и поступили бы, может быть, и по-другому. Это на самом деле очень забавно. И вот последнее, это у нас психологи. Это у нас очень популярно, психологи и врачи. Мои дорогие, я не очень понимаю, почему вы сейчас, читая вот эти форумы, читая различные статьи, слушая гуру с Ютуба и Инстаграма, начинаете самолечение. Во-первых, вы ставите себе диагнозы, потому что врачи плохие. Наверное, врачи зря учатся по 6 лет, и из тех, кто выучился
среди них действительно мало хороших специалистов. Ну, если действительно так говорить, вообще, в принципе, в любой области хороших специалистов мало. Но вы хотите прочитать форум и как бы все понять, познать, действительно, как-то это врачи, они не догадались прочитать статейку в интернете. Это же так легко. Они тратили столько лет и плохо лечат людей. Ну, это, наверное, просто безобразие. И потом, ну кого вы слушаете? Кого? У этого человека в Инстаграме, у него есть диплом медицинский. Почему вы следуете его терапии и лечите там что-то себе? Ему вообще глубоко насрать. Он может быть вообще человек с психическими отклонениями. Кто он такой? Вы найдете его. Он будет нести ответственность за ваши выкидыши, за ваши потом опухоли, которые еще больше начали развиваться. Он будет нести ответственность за ваших, за смертность и так далее. Это вообще просто, это так абсурдно, я просто обалдеваю. То есть нормально почему-то нельзя, но вот это в интернете, вот это надо все слушать, принимать препараты, которые они советуют, особенно беременна, ну боишься сходить действительно к врачу, обследуйся. Ладно, вы приходите ко мне и спрашиваете там, я могу подиагностировать, сказать там, да, действительно там вот сюда не стоит ходить там, или, просто человеку нужна поддержка, но вы просто начинаете какое-то лечение, просто безумное. Кто-то там что-то посоветовал, а кто будет нести ответственность? Вы не сможете привлечь никак потом этого человека. Таких случаев просто, я не знаю, мне кажется, просто еще недостаточно много людей умерло, всего лишь несколько, да, а когда смертность будет большая, у нас же все законы крови пишутся, тогда, наверное, начнут все это чистить, потому что, кто этот человек? С форума вам что-то посоветовали, в интернете вам что-то посоветовали, это не медицинская консультация. Это вообще в принципе не консультация, это какая-то хрень. Вот это что соседушка мне тут, да, молвил. У человека, у него есть дипломы. Какие дипломы? Я могу тебе миллион дипломов сейчас начертить, в фотошопе все это распечатать и повесить. И, конечно, это будут дипломы вообще абсолютно любой специальности. И вот самое мое любимое, это, конечно, да, это психология. Вот у нас столько психологов, все дают советы, печатают умные книжки. Задайте себе вопрос, а кто этот человек и чего он в жизни добился? Скольким людям он, в принципе, помог? Кого он вылечил? И какая выгода ему, в принципе, вам помогать? Будет ли он нести за это ответственность? Советовать любой может. Потому что большая еще проблема в том, что люди, которые, в принципе, они учат чему-то, тренируют, они себя мнят очень умными. Да, но, к сожалению, это не всегда так, потому что совершенно любой человек, абсолютно любой, может взять и начать вести свои какие-то вот эти вот, я уже не знаю, секты, наверное. Как это можно еще назвать, если данные мероприятия просто разрушают людям жизнь, здоровье, психику. Это по-другому не назовешь. На этом, в принципе, я с вами прощаюсь. Я просто хочу, чтобы вы немножко задумались, куда вы идете, что вы хотите, побольше узнали об учителях, которые вас обучают. И, надеюсь, это, может быть, как-то убережет вас от каких-то плохих последствий. Я с вами прощаюсь. Всем пока.